Наверное, у каждого из нас есть такой важный, большой лично для нас фильм, который мы обожаем с самого детства и считаем его самым-самым классным. Лично для меня таким стал классный мюзикл. Он был таким легким, близким к жизни, наполненным музыкой и, конечно же, про любовь. И если так случилось, что по каким-то причинам ваше детство не выпало на нулевые, ничего страшного, такое бывает, то, наверное, вы смотрели «Наследников», и вы примерно можете понимать, как ощущается классный мюзикл. Да, конечно, у «Наследников» более сказочный подтекст, но режиссер тот же, подача примерно такая же, смысл, идея примерно такая же, да и даже продвижение очень похоже. И кто бы мог подумать, что с выхода последней третьей части классного мюзикла прошло уже 13 лет. И как вчера помню, в 2008 году мы с мамой вместе пошли в кино, а тут уже 2021 на дворе. Трилогия получила огромное признание по всему миру, а песни из этих фильмов даже попадали в Billboard Hot 100, и это уже серьезно. Пребывая в ностальгических чувствах, Disney Plus даже выпустил сериал «Классный мюзикл», который был вдохновлен оригинальным фильмом из нулевых, но там, конечно, уже играют другие актеры. Я сама его еще не смотрела, я видела, что оценки неплохие, но я все никак не решусь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы смотрели и понравилось ли вам. А еще я тут наткнулась на мангу по оригинальному классному мюзиклу, я даже не уверена, стоит ли с вами ей делиться, потому что рейтинги просто ниже плинтуса. Но если что, ссылка внизу. Но сегодня мы поговорим, конечно же, не об этом. Сегодня я расскажу вам, что же произошло с актерами основного каста этого фильма, как у них сложилась жизнь, чем они живут сейчас, как на них повлияла роль в классном мюзикле. Все это не только прямо сейчас, но сначала я представлю. Всем привет, меня зовут Оля, ну а ты можешь подписаться на меня, ведь ты находишься на канале Una Fata, что означает добро пожаловать на мой канал. Итак, главных героев в классном мюзикле было 6. Это Чад, Тейлор, Райан, Шарпей, Ванесса и Трой. В таком порядке о ребятах и поговорим. Кобин Блю сыграл Чада Данфорта, мальчика с крутейшим афро, шикарнейшей улыбкой, красавца, спортсмена, баскетболиста, ну просто мечта. Помню, как увидела его в серии Ханны Монтаны, где Кобин играл краша Майли, и она так разволновалась, что вылила на себя соус для хот-дога. Няшка. Вот, класс, правда? Типа крем, да? А ты прикольная. Я тогда еще подумала, Чад ушел с предыдущей школы, он сменил школу, он кинул команду. Отец Кобина, Давид Рейверс, тоже является актером, кстати, тоже появлялся в классном мюзикле, а вообще сыграл много ролей во многих американских сериалах 90-х, которые в том числе были популярны у нас в России. В 2007-2008 Кобин даже выпускал свои собственные студийные альбомы. Один называется Another Side и Speed of Light. Кроме музыки, он обожает танцы, и это очень хорошо заметно, конечно же, в классном мюзикле. В 2013 году он даже занял 2-е место в американской версии шоу «Танцы со звездами». По моим ощущениям, роль Чада в классном мюзикле для него стала самой яркой страницей в его фильмографии, но он также довольно сильно популярен благодаря своей главной роли в фильме «Прыгай» от Диснея. Помню, что на нашем российском телеканале Дисней тоже это крутили. Просто посмотрите, какая красота! Очень красиво, прыгай! И вы спросите меня, где же он сейчас? А я отвечу, он стал бродвейской звездой, таким театральным актером, но еще круче. В общем, исполнил мечту Шарпей Эванс. Моник Колман исполнила роль Тейлор Маккейси, лучшей подружки главной героини Ванессы. Вся такая классная активистка, умничка, вообще супер. А еще, что самое такое главное и важное и крутое для того времени, она хочет стать президенткой США. В те времена вопросы феминизма и прав людей с темным цветом кожи не настолько еще ярко звучали, и такой персонаж, конечно, был очень колоритным и прям прогрессивным. Моник оказалась самой взрослой из всех ребят основного каста. Когда начались съемки первого классного мюзикла, ей было в районе 25 лет. Сейчас ей уже 40 лет, и время просто жутко летит. Но, честно вам сказать, я не особо вижу какие-то изменения, так что вывод – возраст фигня. Моник снимается с 15 лет, но все же самой яркой ролью оказалась эта – Тейлор из классного мюзикла. И за счет нее она до сих пор известна. Она все еще снимается во многих сериалах, фильмах, но как-то так случается, что в основном ей достаются больше второстепенные роли. А жаль, мне кажется, она жутко талантливая. Вот здесь я оказалась не совсем права, потому что на самом деле Моник дают довольно часто главные роли. А еще в этом году, видимо, под конец этого года, на Рождество, выйдет фильм под названием A Christmas Dance Reunion, что-то вроде танец воссоединения в Рождество. И там она как раз играет одну из главных ролей, а еще вместе с ней там снимется Корбин Блю, тот самый Чад. При этом, как я поняла, фильм не имеет ничего
ничего общего с Диснеем, с классным мюзиклом, просто этих ребят позвали вместе. В общем, самое настоящее очень интересное воссоединение. Лукас Грейбел исполнил роль Райана Эванса, брата плохиша из богатой семейки, который хочет любой ценой добиться своей цели и считает, что ему все дозволено. Но на самом деле он не такой уж плохой парень. Вообще он жутко активный, я посмотрела его фильмографию, и там просто листать. И кроме того, что он много где играл, также его голос можно услышать во многих мультиках, например, Spirit, Star Darlings, Елена Принцесса Авалора, Гриффины, Финес и Ферб, Спецагент Оссо, а еще он озвучивал оранжевую машинку из тачек под названием Стингер. В общем, с полной уверенностью его можно назвать принцем Диснея. Кстати, Лукас еще сыграл молодого Лекса Лютера в «Тайнах Смолвиля», заклятого врага Супермена. А еще он единственный из основного каста, кто принял участие также в ремейке в сериале от Disney Plus классного мюзикла. И говоря о других проектах Диснея, Лукаса также приглашали в сериал «Все тип-топ» или «Жизнь Зака и Коди», где он должен был исполнить роль возлюбленного Мэдди, которую, в свою очередь, играла Эшли Тиздейл. И в это же время Лукас и Эшли уже снимаются в первом классном мюзикле, где они по сценарию брат и сестра друг другу. Ну, понимаете. Включаешь такой Дисней и видишь сначала в классном мюзикле брата и сестру, а в сериальчике они целуются. Интересно. В результате эта роль досталась Заку Эфрону, который тоже участвовал в съемке классного мюзикла, но об этом еще расскажу попозже. Кроме этого, Лукас очень музыкальный человек, у него есть собственный альбом Sunshine, он исполнил множество песен для сериалов и мультсериалов. Также он играет на фортепиано и гитаре. Моя любимица, моя хорошая Эшли Тиздейл, которая исполнила роль Шарпей Эванс. Типичная блондинка-сучка из богатой семьи, которая готова ходить по головам, чтобы добиться своего успеха, безответно влюблена в прекрасного лидера баскетбольной команды Троя, а может не влюблена. А может, пошел? Да, вам обещала рассказать про сериал «Все тип-топ» или «Жизнь Зака и Коди». Так вот, рассказываю. Там Эшли исполнила роль Мэдди. И на роль как бы ее молодого человека хотели сначала взять Лукаса, который исполнил роль ее брата в классном мюзикле, и это было странно. В результате взяли Зака Эфрона, который исполнял роль вот этого вот ее возлюбленного из классного мюзикла. И, конечно, забавно было смотреть, как в фильме она бегает за парнем, и это вообще безответно. А в сериале они спокойно там уже целуются. В общем, сбылась мечта, добилась девочка. Я тебя ненавижу! Я тебя еще больше! Нередко, в принципе, происходило такое, что звезды одного сериала Дисней появлялись в других сериалах Дисней. Так, например, однажды Ханна Монтана появилась в сериале Зак и Коди, и в ответочку Эшли в роли Мэдди появилась в сериале Ханна Монтана. Я была прям фанаткой Эшли Тиздейл как раз после окончания трилогии классного мюзикла, и ее альбом Guilty Pleasure — это вся моя эстетика тех времен. Оставлю ссылочку в описании, надеюсь, вам тоже понравится. И вообще, мне кажется, из всех ребят, о которых я сегодня рассказываю, Эшли какая-то самая такая медийная, бизнесовая, потому что даже когда к ней заходишь в Инстаграм, у нее прям сразу там списочек такой, чем она занимается. Из знакового Эшли подарила свой голос Кэндис из мультсериала «Финес и Ферб». И так озвучивает до сих пор. Из последнего, вот, например, была полнометражка 2020 года, и, конечно же, Кэндис там говорит голосом Эшли Тиздейл. В рамках Диснея она также озвучивала персонажа под именем Камил Леон в Ким 5 с плюсом. Это такая блондинка-злодейка, которая могла менять свой внешний вид, отталкиваясь от ситуации. Кроме этого, Эшли озвучивала Сабрину Спелман в 3D-мультсериале про ее приключения. Я даже не знаю, как это описать. Я верила в то, что по Сабрине нет ничего прям такого ужасного, но все-таки уважаемая франшиза. Я не знаю, с чем это даже сравнить. Это что-то среднее между «Братц» и «Говорим без ошибок». Причем с «Братц» все в порядке, и та анимация, которая у них существует, для «Братц» самих классно работает, все шикарно. Тем более мультик создавался в начале нулевых, а не в 2012-м, блин. Неудивительно, что после 26-й серии Сабрину просто закрыли. В 2011 году вышел фильм «Шикарное приключение Шарпей», где, конечно же, Эшли исполнила главную роль. Там, кстати, в отличие от классного мюзикла, она не выкрашивала свои собственные волосы в блонд, а надела парик. Там, кстати, появился и Лукас в роли Райана, ее брата, но почему-то только в версии канала Disney. И мне кажется, я как раз смотрела версию канала Disney. Я смотрела этот фильм когда-то давно, и, честно, он меня как-то, к сожалению, уже не так сильно зацепил. И рейтинги это, в общем-то, подтверждают, что, в принципе, со мной многие согласны. Но, что примечательно, продюсером этого фильма выступала и Эшли в том числе. То есть, отчасти можно сказать, что этот фильм
Её? Эшли также можно найти в 5-й части «Очень страшного кино», где она исполнила одну из главных ролей. Вообще, какое-то время Эшли Тисдейл вела прям собственный YouTube-канал, и там у нее была рубрика Musical Sessions, куда она приглашала своих друзей, довольно популярных музыкантов, общалась с ними, и потом они вместе даже исполняли какие-то песни. Вообще, какое-то время она вела прям свой YouTube-канал как настоящий блогер. И это было так прикольно, как будто бы она вот такая вот своя какая-то, вот родная такая, а не как вот эти все селебы, которые там где-то вверху такие недосягаемые. В конце этого года в рамках Dark Pictures Anthology выйдет новая игра. Не помню, как она называется. Но, в общем, самое главное, что Эшли Тисдейл там тоже сыграет, и она исполнит роль Рэйчел Кинг. Мы с Сашкой уже давным-давно прошли 2 предыдущие части, сейчас ждем вот эту 3-ю часть. Не возлагаем больших надежд, но надеюсь, что будет интересно и будет очень прикольно увидеть там Эшли в том числе. А еще в марте этого года у Эшли родилась доченька, с чем ее можно только поздравить. Она прям настоящая милашка. Очень классно и очень рада, что у нее все так хорошо складывается. Ванесса Хаджинс сыграла Габриэлу Монтес. Новенькую девочку в школе, скромницу такую миленькую, но с огромнейшим талантом, причем не только к пению. Актриса просто безумно красивая. Я в детстве хотела быть хоть на капельку похожей на нее. И помню, что в одном спецвыпуске журнала, как раз про классный мюзикл, даже была какая-то статья про то, как сделать прическу, как у Габриэлы. Я была так счастлива. У меня ничего не получилось, но я была так счастлива, что я хоть узнала, как она делается. Говорят, что в актрисе смешанные ирландские, британские, шотландские, филиппинские, китайские, испанские и, конечно же, американские корни. И от всех она взяла все самое лучшее. Теперь понятно, почему она такая красоточка. Несмотря на то, что сейчас она уже не числится среди ярких звезд Диснея, вот этот шлейф диснеевских принцесс все еще ее преследует. Она играла главные роли в таких фильмах, как «На месте принцессы» и «Рыцарь перед Рождеством». Ее также можно найти в таком широко известном фильме, как «Запрещенный прием», где она исполнила роль Блонди, и нет, она там не блондинка. В 2006 году она заключила контракт с Hollywood Records, и в 2006-2008 она выпустила свои сольные альбомы. Вообще у нее очень нежный, очень приятный голос, и, конечно же, ее путь как певицы начался как раз благодаря ее роли в классном мюзикле. Вообще, среди ребят, которые исполнили главные роли в классном мюзикле, Ванесса первая, кто выпустил свой собственный сольный альбом. В свое время довольно был популярен ее клип на песню Say OK, такой простой, но для нулевых такой обычный клип про то, как ребята только встретились, как у них все только начинается. И угадайте, кто же исполнил роль возлюбленного? Конечно же, Зак Эфрон, Трой из классного мюзикла. Вообще, Зак и Ванесса с 2006 по 2010 годы встречались, прям реально. Кроме того, что они играли возлюбленных в классном мюзикле, они были действительно возлюбленными в реальной жизни. Ванесса говорила, что тогда, когда она была прям совсем юной, весь этот груз ответственности перед огромной аудиторией, которая появилась у нее благодаря участию в этом фильме, был очень тяжелым. Ей было очень тяжело, и то, что рядом с ней есть человек, который проходит через такие же трудности, как и она, было для нее приободряющим фактором. Но в результате пара все-таки распалась, без какой-либо драмы, все окей, просто, видимо, время прошло. Ну и давайте о позитивном. В этом году выйдет новый мультсериал My Little Pony на Netflix, где Ванесса озвучивает Санни. Было очень приятно ее увидеть в промо-ролике, так прикольно, и ее голос прям очень классно звучит. А еще Ванесса выразила желание сыграть персонажа Селину Кайл, или Женщину-кошку, и сказала, что это прям роль ее мечты. Так что, кто знает, возможно, скоро ее увидим в фильмах по DC. И, наконец-то, мы дошли до Зака Эфрона, который исполнил роль Троя Болтона, баскетболиста, красавца и просто нереально талантливого мальчика с талантом к пению и танцу. Изначально, приступая к этой роли в этой трилогии, он уже был довольно опытным актером, и его можно было найти в таких сериалах CSI «Место преступления» или «Светлячок». В принципе, он снимался прям с малых лет. До роли в классном мюзикле у него, кстати, была щербинка между передними зубами. Девочки, мальчики, скажите, пожалуйста, вам нравится такое? Или лучше без щербин? Вообще, в классном мюзикле в основном актеры сами исполняют песни, но так получилось, что партию Зака Эфрона в первом классном мюзикле почему-то исполнил другой актер и певец Дрю Силли. Его вы можете знать по фильму Селены Гомес «Другая история Золушки». Причину замены так и не объяснили, и для того, чтобы Зак спел в следующих частях самостоятельно, ему пришлось прям очень хорошо так побороться. Дрю, кстати, также выступал вместо Зака на концертах классного мюзикла, но тогда была причина в том, что Зак был занят съемками лака для волос. Так сложилось, что на момент, когда я смотрела классный мюзикл, выпал мой пик фанатства от Сергея Лазарева, который
озвучил Троя Болтона в этом фильме. И я помню, как Сережу тогда очень сильно прям хвалили за то, что он проделал прям прекрасную работу. И, в принципе, классные мюзиклы были первыми оригинальными фильмами Диснея, которые полностью перевели на русский язык, в том числе и песни. После классного мюзикла, помню, Зак играл в «Папе снова 17», участвовал в ремейке «Спасателей Малибу», а также играл в «Великом шоумене». Сыграл там далеко не последнюю роль, и по сценарию был влюблен в персонажа, которую сыграла Зендая. А еще в 2020-м он подарил свой голос Фредди в полнометражке «Скуби-Ду». Мне кажется, идеальнее голоса вообще здесь не может быть. Whoa. Shaggy and Scooby were taken? И несмотря на то, что Зак весь такой красавчик, и так и хочется сделать из него романтичного героя с такой драматичной историей любви, он все-таки пробует себя в разных ролях, и в том числе его можно найти плохишом. Например, в фильме «Горе-творец». Там он вообще с пушкой ходит, на всех направляет. Вообще жизнь. Помню еще, что как-то вместе с Тейлор они посещали шоу Эллен, и там вместе пели Pumped Up Kicks. И как-то однажды, кстати, ему даже предлагали записать его собственный сольный альбом, но он тогда отказался, сказав, что карьера актера для него всегда в приоритете. Еще я тут откопала информацию, что он, оказывается, является большим фанатом комиксов и манги, в том числе «Тетрадь смерти», «Блич», «Наруто», «Драгон Болл» и «Шонен Джамп». Вот, к сожалению, последний я не особо знаю, но, в общем, ребят, свой человек. В этом году Заку исполняется 34 года, он молод, красив, талантлив, он уже очень опытный актер, и у него, конечно же, все только впереди. Пишите в комментариях, кто был вашим любимцем в классном мюзикле, а также о ком было интересно и приятно узнать новости. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, переходите и смотрите другие видео, у меня много всего ностальгичного. Желаю вам чудесного дня и до скорого! Что есть сил, этот шанс ближе стать мы схватили. Раз, два, дикий кот, мяч из рук когтями рвет. Раз, два, дикий кот, нам победный торчок.